Привет всем, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить настоящую нести. Такие прохладительные напитки на основе черного и зеленого чая. Значит, это очень вкусно, видите, я даже налила их специально в бутылочки из-под нести. И хочу сейчас вам показать, как, насколько они похожи на настоящие нести, а по вкусу они даже лучше. Итак, вот этот нести, который мы будем готовить, это покупной, посмотрите, они реально похожи. Вот тут я налила с холодильника, поэтому такие запотевают бутылочки. Значит, здесь сок натурального лайма, поэтому он мутнее, чем магазинный. И сок апельсина. Значит, реально даже вкуснее. Если вы даже детям нальете в бутылочки из-под нести, никто не заметит, а то еще скажет: мама, очень-очень вкусно. Итак, первый вариант – это на зеленом чае. Я использую зеленый листовой чай. Но у кого такого нет, вы можете взять даже в пакетиках зеленый чай. Но тут уже, знаете, что есть дома. Лимон, лайм, вода и 2 вида сахара. Значит, здесь тоже сахар, вода, 2 апельсина и черный чай. Значит, чай лучше брать без всяких добавок и лишних вкусов, то есть просто черный чай. Что зеленый, что черный чай я беру по десертной ложке. Отправляю это все в 1,5-литровые банки. Заливаем кипятком, даем остыть и настояться. Вы не переживайте, что он будет крепкий, он будет крепкий, но мы будем добавлять в этот чай лимоны, апельсины, в общем, если он будет нехорошо крепко заварен, по вкусу он будет совершенно другой. Но кто не пьет такой крепкий чай, по факту в итоге он крепкий не получается. Добавляем туда много льда, поэтому он разбавляется. Тут уже смотрите сами, если вы принципиально не хотите так много чая добавлять на 1,5 литра воды, добавьте меньше. Теперь сахар и воду для черного чая и сахар с водой для зеленого чая. Значит, хочу сказать, что здесь с зеленым чаем я использую 2 вида сахара. Сейчас расскажу почему. Привкус лимонада после того, как вы добавляете туда коричневый сахар, совершенно другой. Если вам не нужен чисто прозрачный белый лимонад, вот как мы делали в прошлом видео, то я всегда совмещаю коричневый сахар и белый сахар. Но если коричневого нет, то добавляете обычный один. Но намного вкуснее, когда 2 вида сахара. Включаем температуру на каждом сиропе. Теперь помешиваем, пока сахар не растворится, и ждем, чтобы это все закипело. Прокипеть должно 2 минуты, и мы должны отставить, чтобы сиропы полностью остыли. Так, чаи настоялись и остыли. Значит, они очень концентрированные, достаточно концентрированные. Не переживайте, не будет это чефир, будет просто супер-пупер напиток, я уже пробовала. Так, теперь сливаем это все на сито. Вот такой получился зеленый чай, и рядом у меня стоит черный чай. Начнем с зеленого. Лимон нарежем дольками, я четверть лимона отложу, и точно так же сделаю с лаймом. Нужно нарезать тонко, потому что чем тоньше нарежешь, тем лучше выдавится из него весь сок. Нарезанный лимон и лайм отправляем в сахарный сироп, который мы варили. Хочу сказать, что по желанию вы сюда можете добавить мяту и имбирь, корень имбиря свежий. Но это по желанию, вкус тогда будет отличаться. Это такой более классический вариант. Так, теперь берем ступочку. Все это нужно хорошо потолочь. Значит, чтобы так потолочь, чтобы остались только, знаете, как вот цедра от лимона. А весь лимон и лайм отдали все свои прожилки, мякоть и сок в сахарный сироп. Можно даже наставить, чтобы оно настоялось. Но обычно и так вот минут 10, если толочь, тогда очень хорошо. Так, посмотрите, вот я толку, и вот вы видите, какой у меня лимончик. Практически он весь, видите, только вот кожица осталась. Значит, в течение 10 минут не поленитесь вот так вот потолочь. И теперь берем сито. Переливаем это все в чай. Так. Теперь вот это я все не добавляю, но потом не очень красиво. Оно уже, знаете, такое вот оно вида не имеет. Теперь обязательно попробуйте на вкус. Вообще пропорцию сахара, которую я дала, она хорошо сюда вписывается. Ну, может, кому-то многовато. Может, кто-то любит, наоборот, слаще. Ну, добавьте чуть-чуть сахарку. Как по мне, это идеальный вариант. Так, теперь переливаем это все в графин. Оставшийся лайм и лимон нарезаем очень тоненько. Теперь вот это все порезанное отправляем в графин.
Но я вам хочу сказать, это реально Нести. Получается вообще, ну реально вкус Нести. Во-вторых, натурально, полезно, без химии. Оп-оп-оп. В общем, вот такая красота у нас получается. Где-то там плавает лайм. Очень красиво получается. Вот он, вот он, вот он, вот он. Хорошо, сейчас будем пробовать. Значит, обязательно хочу сказать одно. Он остывший, как холодный, как бы комнатной температуры. Но пить их нужно с холодильника. То есть они должны стоять в холодильнике, они должны быть холодные. А лучше всего забрасывать в них лед прямо в стакан, когда вы их пьете. Тогда это идеальный Нести. Для черного чая я использую только апельсины. Значит, я от одного апельсина отрежу четвертую часть, вот так вот, и отложу. Нарезаем тоже тонко. Нарезанные апельсины отправляем в сироп. Значит, тут тоже можно было сделать сироп из двух видов сахара. Но я просто показала в одном варианте так, в одном так. Так, здесь тоже все вот так вот нужно подавить. Отправляем апельсины через сито в чай. Оставшуюся апельсинку нарезаем тоже тоненько ломтиками. Значит, если вы хотите, вы можете прям вот апельсины на друшляк не отбрасывать, как я, а оставить в чае. И просто вот так вот и пить. Но я делаю вот так, мне так нравится больше, потому что, во-первых, оно красивее, просто прозрачный чай получается. Так, отправляем это в графин подготовленный и переливаем сюда чай. По объему зеленого получается, с зеленым чаем получается 2 литра, с черным чаем лимонада получается 2,5 где-то литра. И хочу сказать, что я в это все еще добавляю лед в стаканы перед тем, как мы пьем, поэтому в итоге получается еще больше. Итак, сравним. Это делали сами, это купили в магазине. Ну, я начну с магазинного. Сладкий, ну, как Нести. Такой, знаете, после вкуса такая небольшая горчинка есть, но приятная. Значит, тут явный сок лайма. Если здесь похоже на лимонную кислоту, ну как на лимонку, то тут именно вкус лайма. Бодрящий вот этот вот зеленый чай, знаете, вот терпкость зеленого листового чая, вот эта вот вкуснота. Ну, это однозначно вкуснее, насыщенней. Он не отличается, отличается только насыщенностью вкусов. Вот тут сразу чувствуется, что это лимон, а тут как бы, что это лимонная кислота. И разница реально колоссальная по вкусу. Ну, в общем, выигрывает домашний вариант. Так, теперь пробуем черные варианты. Вообще, почему-то я запомнила, что Нести с апельсином. И с апельсином я делаю уже давно, но когда пошла покупать бутылочки, тут почему-то с лимоном. Может, с апельсином был, да уже не выпускают. Так, хорошо, теперь черный чай. Ну, похож на черный чай, ну, как пакетированный, вот как с пакетика, с добавлением сока лимона и просто вот комнатной температуры, потому что он не из холодильника у меня. Так, теперь мой. Ну, что хочу сказать. Вкус черного чая, концентрат, больше даже здесь. Здесь явно вкус апельсина на фоне черного чая. Вот так я скажу. Вот этот мне нравится больше. Потому что здесь как будто вот чай из пакетика. Ну вот так вот. Ну вот лично мой вкус. А вот этот вариант мне нравится больше. Здесь явно апельсиновый вкус. Вот просто вот как будто апельсин выдавили в чай вот так вот весь. Ну мы, собственно, так и делали. Но себя нахваливать нехорошо. Кто похвалит меня? Ну, в общем, мне реально домашние нравятся больше, и мои пьют домашние вкуснее. В общем, приготовьте детям, налейте в бутылочки с-под Нести, никто не отличит. А главное, полезно, натурально и не так дорого. Ну хорошо, вот такое сегодня было видео. Готовьте Нести, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока.